Всем доброго времени суток. И сегодня мы поднимем такой насущный вопрос, который в интернете очень везде сильно обсуждается. Когда и почему стоит бояться Windows 11? Почему люди стали бояться Windows 11? Я разложил это на несколько пунктов, на мой взгляд, конечно, и сейчас мы их рассмотрим. Первый пункт – это слежка. Да, она увеличилась в Windows 11, бесспорно. И множество роликов это доказывают на YouTube и так далее. Но стоит ли этого бояться? Не знаю, мне нет. Я ничего противоправного не делаю. У меня она стоит лицензионная, то есть, в принципе, таким людям, я считаю, что бояться нечего. Да, второй пункт. Она тяжелая. Но если у вас среднебюджетная машина, ноутбук или там настольный десктоп, к примеру, Core i5 какой-нибудь, Core i3, Ryzen 5000, вот как, допустим, у меня сейчас на заднем плане Lenovo E15, не очень удобно с помощью селфи-палки, но все равно, вот. На 16 гигабайтах оперативной памяти, да, я думаю, и на 8 проблем, в принципе, я никаких не вижу в использовании. Да, в обычном использовании в игры я, допустим, не играю, хотя я думаю, что среднестатистические игры этот аппарат, в принципе, потянет. А для повседневного использования, там, офис, там, в общем, для документов, для просмотра там видео, неважно в YouTube или онлайн или еще чего-либо, этого аппарата вполне достаточно на Windows 11. Да, если сейчас посмотреть, там, если будет видно, сейчас попробую приблизить, неважно. Он у меня кушает просто вот сейчас в спокойном состоянии 4,372 тысячных этого самого оперативной памяти. У меня 16 стоит, там еще он свободно 10,45 гигабайт. Этого для большинства программ, вплоть до того же DaVinci Resolve, на котором я обрабатываю видео, вполне достаточно. Самое интересное еще со всего этого, что лицензию я купил, а программным обеспечением я пользуюсь бесплатным на него. Я нахожу все программы, вот, к примеру, тот же DaVinci Resolve, там AI какие-то программы для обработки видео, для просмотра видео, плееры бесплатные, и их присутствует большое количество на просторах интернета, на официальных сайтах, вот, то есть не где-то там что-то поломанное, то есть вы ставите программное обеспечение и бесплатно, и оно работает вполне адекватно. То есть в этом я тоже проблемы не вижу. Третий пункт – уязвимость. В принципе, если вы не заходите ни на какие там сомнительные сайты и, опять же, программное обеспечение скачиваете с официальных сайтов, то проблем у вас, вот как у меня даже никакого дополнительного здесь не стоит антивируса. Если вы не работаете с банковскими карточками и так далее, там могут быть, скорее всего, какие-то проблемы без антивируса. Если кто знает об этих нюансах, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я в этом, в принципе, не силен. Я простой механик, к примеру. Там, допустим, у меня там родственники, все простые люди. Там, банковские операции мы не проводим на ноутбуках. Это мы проводим их через телефоны, через смартфоны. На ноутбуках или на этих самых я не вижу смысла этого делать. То есть это дополнительная трата времени. Поэтому Windows 11, опять же, и по этим пунктам можно пользоваться. Потом, четвертый пункт. Если у вас, конечно, старый ноутбук,
Вот. Такой вот, как пример вот у меня Dell. Тут вам стоит все-таки задуматься над Linux. Это однозначно. Там Windows 11 уже с 8 гигабайтами оперативной памяти, с Core 2 Duo работать ну, адекватно не будет. Я даже, честно говоря, и не пробовал, потому как у меня неадекватно даже Linux Mint работает. Это с самым легким окружением XFCE. У меня есть на канале обзор Linux Mint на этом ноутбуке. Он тоже работает, хотя он легче, чем Windows 11, но как бы он не сильно здесь работает. Здесь у меня сейчас стоит Debian 12. Об этом тоже у меня есть ролик в описании, он прекрасно работает. Вот в этом случае вам не то что стоит задуматься, вам стоит перейти все-таки на Linux, поморочиться и, ну, как бы относительно поморочиться. Простым людям это поморочиться, да. Когда я ставил Debian 12, который, грубо говоря, летает по сравнению с Windows на Dell, то да, мне пришлось немного изучить этот материал. Ну, по скриптам у меня, в принципе, я же говорю, стоит Windows 11 Pro на Lenovo E15 22 года ноутбук. Я его покупал там что-то порядка, я не знаю, $300. То есть я не считаю, что это дорого на данном этапе экономики в наших странах. И как бы у меня стоит там Linux Mint, но он чисто для моего развития. На всякий случай на будущее. Может, потому что все-таки я тоже насмотрелся всех этих роликов о Windows все, переходим на Linux. Можно перейти на Linux, но для этого вам нужно будет изучить довольно много всяких нюансов. У меня есть, кстати, видео по этим многим нюансам на моем канале, но как бы если вы этого не хотите делать, и если все пункты, которые я вас перечислил, как бы в норме, тогда вам в принципе переходить никуда не надо. Windows 11 работала, работает, я думаю, еще будет работать долго. Ну, на сегодня как-то так. Если какие-то мысли по этому поводу еще есть конструктивные, пишите в комментариях, отвечу, подискутируем.